Глава 8. Человек и цивилизации. Эволюция человека началась через сотни миллионов лет после возникновения многоклеточных организмов. Мне не удастся уделить в этой книге достойного внимания всем формам жизни, возникшим в промежутке между появлением многоклеточных и человека, в частности, всеобщим любимцем динозаврам. Однако вкратце отмечу, что наши предки, млекопитающие, жили еще во времена динозавров. Они были маленькими, похожими на грызунов существами и занимали экологические ниши, не занятые доминировавшими видами, динозаврами, например, ведя ночной образ жизни и обитая под землей. Примерно 65 миллионов лет назад, после падения астероида на полуостров Юкатан и вымирания динозавров, млекопитающие смогли занять больше ниш, выросли в размерах и стали значительно более разнообразными. Самое крупное млекопитающее, известное как индикотерий или балухитерий, зверь из Белуджистана, обитало более 20 миллионов лет назад в Центральной Азии. Это был древний, безрогий родственник носорога, однако намного более крупнее современных носорогов и с длинной шеей, напоминавшей брахиозавра или нынешнего жирафа. Некоторые более мелкие млекопитающие, которые жили в одно время с динозаврами, уже давно заняли особую нишу на деревьях, служивших убежищем от крупных животных. В кронах деревьев и навесах тропических лесов были уникальные источники питания – листья, фрукты и насекомые. Похожая на грызуна тупая, вероятно, была общим предком всех приматов, которые возникли примерно в то время, когда вымерли динозавры. А может и раньше. Первые приматы отличались цепкими пальцами рук и ног, уникальным элементом скелета глазниц и склонностью к питанию фруктами. Типичные приматы эволюционировали и обитали в Африке, Восточной Азии, Северной и Южной Америке до тех пор, пока около 30 миллионов лет назад от хвостатых обезьян, бабуин, лемур, макака резус и так далее, не обособились обезьяны бесхвостые. Среди бесхвостых обезьян около 18 миллионов лет назад разделились предки гоминид и более мелких обезьян, гиббоновые. От общего ствола в семействе гоминид сначала отделился род орангутана, затем гориллы и, наконец, шимпанзе и человека, которые разделились около 7 миллионов лет назад. Этими 4 родами представлены ныне живущие человекообразные обезьяны, и в каждом из них, кроме человека, имеется 2 вида. Например, род шимпанзе включает в себя 2 вида – обыкновенный шимпанзе и карликовый – бонобо. Из людей же остался только один вид – Homo sapiens – человек разумный, то есть мы с вами. Гоминиды или большие человекообразные обезьяны проводят гораздо меньше времени на деревьях по сравнению с их предками. Как следует из названия, они крупнее и в целом разумнее, по крайней мере с нашей точки зрения. Отказ от древесного образа жизни позволил им высвободить руки и пальцы. В результате приматы обрели способность по-новому вести себя в окружающей среде. Например, добывать пищу с помощью палки, что дало им эволюционные преимущества. Тем не менее, ни один из этих гоминид не мог подняться на вершину пищевой цепи. Это удалось только людям, благодаря чему же продолжалось эволюционное развитие и видообразование приматов в течение нескольких десятков миллионов лет. Напомним, что последние 50 миллионов лет на Земле неуклонно холодает, но несмотря на общую тенденцию к похолоданию, в промежутке от 30 до 15 миллионов лет назад произошло потепление. Появились экваториальные леса в Африке и Азии, подходящая среда для обитателей деревьев. 15 миллионов лет назад тенденция к похолоданию и засухе возобновилась, что должно было уменьшить площади древесной среды обитания. Движение литосферных плит также внесло свою лепту в изменение окружающей среды. Дрейф континентов привел к изменению направлений океанических течений и образованию Гималаев. Вспомните главу 6, задав общую тенденцию к охлаждению на протяжении 50 миллионов лет. Примерно 30 миллионов лет назад африканский континент сблизился с Евразией, сузив расположенные между ними древние моря Тетис и
и паратетис. Это привело к исчезновению прибрежных тропических экосистем и их смене засушливым континентальными экосистемами. Тогда же началась открываться восточноафриканская рифтовая долина и рифт Красного моря, что привело к подъему суши, так как более горячая кора и мантия всплывали на поверхность. Восточная Африка и ныне подвержена рифтогенезу, разрыву коры, что приведет к распаду континента и формированию нового моря через несколько десятков миллионов лет. Подъем суши мог стать причиной похолодания и засухи. Однако на большей части африканского рифта были разнообразные формы рельефа и окружающей среды, от рифтовых долин до конусных вулканов, вроде горы Килиманджаро, а значит, большое разнообразие экологических ниш. В конце концов, похолодание и изменение рельефа вызвало переход от тропических лесов к саваннам на большей части территории Африки, родины почти всех новых видов гоминид за последние 15 миллионов лет. Эти изменения вынудили наших предков слезть с дерева на землю, где они могли использовать свои большие пальцы не только для того, чтобы цепляться за ветви. И хотя эти процессы происходили в Африке, исчезновение моря Тетис между Африкой и Евразией привело к появлению сухопутных мостов и распространению африканских млекопитающих, включая гоминид в Азии. Расхождение предков шимпанзе и человека произошло около 7 миллионов лет назад. Это видно по ископаемым останкам старейшего из известных наших предков, чадского сахелянтропа, найденного в республике Чад, Африка. Отделение людей или рода Homo было ознаменовано устойчивым прямохождением, то есть хождением на двух ногах. Другие гоминиды тоже могут ходить на двух ногах, но не делают это постоянно. Стоять на двух ногах на самом деле довольно странно. Это неустойчивое положение. Без постоянного поддерживания баланса с помощью пальцев ног и ступней мы упали бы. Четвероногие гораздо более устойчивее нас. Да и бег на двух ногах обычно медленнее бега на четырех, при котором весь торс в дополнение к ногам может участвовать в большом шаге. В чем же тогда преимущество ходьбы на двух ногах? Есть множество гипотез о переходе к прямохождению. Во-первых, возможность нести пищу не только во рту, но и в руках. Это явное эволюционное преимущество. На первый взгляд кажется преимуществом и возможность стоя доставать плоды и листья с деревьев. Но если обезьяны не разучились лазать по деревьям, это преимущество не играет никакой роли. Стойка на двух ногах обеспечивает лучший обзор, позволяя заметить хищников и добычу. Обезьян, у которых не было острых когтей и клыков, хищники, вероятно, беспокоили больше. Причем делать это можно не только стоя неподвижно. Так поступают медведи и сурикаты, но и на ходу. Это еще одно преимущество двуногих. Наконец, встав на ноги, гоминиды выглядели крупнее, а это дает преимущество в самозащите, при установлении господства в иерархии стаи и при спаривании. Вертикальное положение тела способствует терморегуляции. Нам проще охладиться во время бега, чем четвероногим, потому что увеличивается воздействие воздуха, который помогает поту испариться и отвести тепло. Также стоя мы больше открыты ветрам, которые тем слабее, чем ближе к земле. Способ, с помощью которого люди охлаждаются, довольно необычный, хотя другие приматы, а также лошади, тоже выделяют пот для терморегуляции. Потея, мы выделяем воду, она испаряется, а энергия, забираемая в результате превращения жидкости в газ, огромна. Поэтому потоотделение эффективно. К примеру, собаки и кошки регулируют теплообмен с атмосферой, вдыхая более прохладный воздух и выдыхая нагретый. Однако воздух не может нести столько тепла, сколько водяной пар. И это одна из причин, почему кошки и в меньшей степени собаки в беге на длинные дистанции не могут соревноваться с людьми и тем более с лошадьми. У современных людей пот более водянистый, он легче испаряется с голой кожи, чем содержащий жир пот других млекопитающих. Это может быть одной из причин, по которой мы утратили волосяной покров наших предков, чтобы адаптироваться к более жаркому климату. Тем не менее, пот лучше всего выделяется в теплом или сухом климате. Если воздух горячий и насыщенный влагой, пот не покинет кожу, не испарится, так как насыщенный водой воздух не может принять еще больше водяного пара.
Поэтому люди не слишком хорошо чувствуют себя в зонах повышенной влажности. Многие из нас предпочитают сухой теплый климат влажному теплому. Может показаться, что я застрял на теме потоотделения, но этот древний физиологический механизм наглядно показывает, что люди являются существами ледникового периода. 50 миллионов и даже 30 миллионов лет назад, когда на Земле царил влажный тропический климат, и земной шар был полностью свободен от льда и снега, наша терморегуляция работала бы плохо. Она подходит для холодного и сухого климата. Если человеческая деятельность приведет к восстановлению глобального тропического климата, это будет не слишком хорошо для нас, с нашей зависимостью от потоотделения. Это может показаться малозначащей проблемой по сравнению, скажем, с инфекционными заболеваниями, которые также могут распространиться вместе с глобальным потеплением. Но на самом деле из всех погодных катаклизмов на Земле главный убийца – жара, а не ураганы и неразрушительные смерчи. По какой бы причине ни возникло прямохождение, оно освободило нашим предкам руки, в которых они могли держать орудия, чтобы изменять окружающую среду, защищаться от хищников и добывать пищу, охотясь или раскапывая землю. Свободные руки дают эволюционное преимущество. Около 2,5 миллионов лет назад прошло значительное увеличение объема человеческого мозга. Есть гипотеза, что мозг стал больше в результате мутации, которая ослабила мощные челюстные мышцы, прикрепленные к большому сагитальному гребню в верхней части черепа у большинства человекообразных обезьян. Это позволило черепу развиваться до большего размера. Примерно тогда же обладатель большего, чем у предшественников Homo habilis, человек умелый, начал использовать каменные орудия. Это был огромный технологический шаг вперед на охоте и при раскапывании земли. А когда каменными орудиями резали и измельчали пищу, это компенсировало слабость челюстей. Использование огня человеком прямоходящим Homo erectus могло начаться около 2 миллионов лет назад, хотя ископаемые доказательства пепел костров и обгоревшие кости в Африке и Евразии позволяют достоверно говорить о том, что освоение огня происходило на протяжении последнего миллиона лет. Приручение огня было огромным технологическим прорывом. Во-первых, люди теперь могли носить с собой источник тепла и расселяться в более холодных регионах. Во-вторых, они могли готовить на огне пищу, благодаря чему стало гораздо проще употреблять многие волокнистые белки и жесткие молекулы растительной целлюлозы, которые трудно разжевать и переварить. Огонь убивает микробов и паразитов в продуктах. Приготовление пищи на огне предоставило эволюционное преимущество благодаря естественному отбору. Те из древних людей, которые предпочитали сырое мясо, быстрее гибли от болезней, либо из-за того, что не могли съедать достаточное количество пищи. В результате их гены были утрачены человечеством. И, конечно же, огонь является предвестником гораздо более поздних технологических достижений, таких как выжигание пахотных земель, изготовление керамики, кузнечное дело и, наконец, источники энергии для машин. Приручение огня, пожалуй, стало последним крупным технологическим прорывом, вплоть до подъема сельского хозяйства, произошедшего сотни тысяч лет спустя. Тогда на Земле, помимо Homo erectus, исчезнувшего по крайней мере 50 тысяч лет назад, а возможно и раньше, жили появившиеся примерно 200 тысяч лет назад неандертальцы и Homo sapiens, люди разумные, то есть современный человек, такой же, как мы с вами. Неандертальцы, использовавшие огонь для выживания в более холодном климате, успели расселиться в основном по Европе и Западной Азии, но около 30 тысяч лет назад или раньше они вымерли. Возможно, неандертальцы или человек прямоходящий исчезли из-за конкуренции с человеком разумным, а возможно, были ассимилированы им. Современные люди унаследовали небольшую часть генов неандертальцев. Примерно в то же время от рук людей вымерло множество других гигантских млекопитающих, и мы по-прежнему преуспеваем в этом деле. Такие технологические достижения, как применение орудий труда и использование огня, стали уникальным эволюционным шагом. Они позволили приспосабляться к меняющимся условиям окружающей среды, без существенных эволюционных изменений физиологии человека путем естественного отбора.
Конечно, естественный отбор по-прежнему действует, но в менее явном виде. Благодаря этому механизму, к примеру, в коже изменяется уровень выработки меланина, темного пигмента, в зависимости от степени воздействия солнца. Огонь позволил человеку распространить свой ареал на более суровые климатические зоны, не обзаводясь пышным мехом или способностью накапливать гораздо большее количество жира. В какой-то степени, благодаря этим технологическим достижениям, люди впервые сумели обойти естественный отбор, хотя настоящие успехи здесь принесло возникновение современной медицины. На фоне тенденций к похолоданию климата в последние 15 миллионов лет чередовались более короткие ледниковые и межледниковые, более теплые периоды. Последний длинный ледниковый период плейстоцен начался примерно 2,6 миллионов лет назад и завершился приблизительно 12 тысяч лет назад, хотя во время плейстоцена были межледниковья по несколько тысяч лет. В плейстоцене северные ледники простирались далеко на юг Северной Америки и Евразии, в частности до штата Нью-Йорк. В эту эпоху человек прямоходящий, неандертальцы и человек разумный какое-то время существовали одновременно, используя для выживания доступные им технологии. Из-за скопления ледовых покровов на суше уровень моря также был ниже, что позволяло людям перебираться с континента на континент, в Северную Америку по Берингову перешейку или на Британские острова из континентальной Европы. К концу ледникового периода выжил и расселился по большинству континентов только человек разумный. Потепление, начавшееся примерно 12 тысяч лет назад и достигшее своего пика примерно 5 тысяч лет спустя, совпало с подъемом сельского хозяйства. Более теплый климат создает лучшие условия для роста растений, не только из-за более высоких температур, но и за счет усиления гидрологического цикла, испарения и осадки, который обеспечивает поступление свежей воды, а также круговорот и доступность химических элементов, входящих в строительные блоки жизни. К тому времени, когда климат стал более теплым, люди уже владели основными технологиями одомашнивания растений и животных, освоили приемы растениеводства и хранения пищи. Например, огонь, который был приручен в условиях холода, можно было использовать для выжигания леса или выращивания урожая на новых участках. Острые каменные орудия подходили для обрабатывания почвы. Металлы начали обрабатывать только в бронзовом веке, около 5000 лет назад. Основными культурами для большинства древних обществ были зерновые. Разные виды пшеницы, впервые одомашненные на Ближнем Востоке, рис в Восточной Азии, маис или кукуруза в Северной и Южной Америке. Оседлые земледельческие общества были заинтересованы в расширении земель, поскольку рост населения в них не был ограничен, как у охотников-собирателей и скотоводов, кочевой образ жизни которых не давал возможности прокормить большие сообщества. Сельское хозяйство способствовало развитию территориализма и, следовательно, военной защите территорий. Легко понять, что дисбаланс между сообществами земледельцев и охотников-собирателей, возможные столкновения из-за территорий не могли закончиться хорошо для охотников-собирателей. Развитие сельского хозяйства могло стать причиной древнего антропогенного воздействия на климат, гипотеза, выдвинутая геологом и палеоклиматологом Уильямом Радиманом. И началось это воздействие задолго до того, как человек начал сжигать ископаемое топливо. При вырубке и выжигании лесов для освобождения места под посевы, для чего с учетом примитивных технологий, видимо, требовались большие площади на душу населения, чем сегодня, в атмосферу выделялся углекислый газ, который не поглощался в полном объеме редкими полями зерновых культур. Даже выращивание риса в Азии, которое достигло пика около 7000 лет назад, могло привести к увеличению выбросов сильного парникового газа метана. Рисовые поля – это болото, а болотный газ состоит в основном из метана. Потепление в период между 12 тысяч и 8 тысяч лет назад должно было быть коротким межледниковым периодом, после чего Земля вступила бы в очередной ледниковый период. Однако выброс сельскохозяйственных парниковых газов отложил наступление похолодания на тысячи лет, а сжигание ископаемого топлива во время индустриальной эпохи продолжило эту тенденцию с удвоенной силой. Сельскохозяйственные общества доминировали. В них возникали иерархии работников,
включая ремесленников и правителей. Потребность в расширении инфраструктуры и организации управления и защиты ресурсов вела к появлению военно-политических структур. Для ведения счетов, коммуникации и торговли требовалась письменность. Устная и письменная фиксация исторических событий и технических знаний могла обеспечить эволюционное преимущество, ведь это была информация, которая, выходя за рамки жизни одного человека, помогала избежать ошибок, сделанных предыдущими поколениями, например, во время голода или наводнения. Вкупе все эти события привели к возникновению цивилизации и письменной истории. То и другое, вероятно, появилось 7000 лет назад в Шумере, на юге Месопотамии, территории современного Ирака. Климатическим событием, которое могло вызвать подъем цивилизации Междуречия и переселение представителей различных культур в Западную и Центральную Евразию, было затопление Черного моря, произошедшее также около 7000 лет назад. Таяние Евразийского ледникового щита в конце плейстоцена, вероятно, способствовало затоплению Средиземного моря, а потепление вызвало медленное испарение Черного моря. Его воды были пресными, а на побережье большое количество людей разных культур. Уровень Черного моря был ниже уровня Средиземного моря на 140 метров, и вследствие за счет этой разницы на месте Босфора образовался канал. Через него среднеземноморские воды стали поступать в Черное море, делая его соленым. Для полного затопления потребовалось бы около 3 лет, но берега Черного моря были пологими, и вода затопляла их относительно быстро. Спасать сельскохозяйственные угодья было бесполезно. Это могло вытеснить с привычных мест причерноморские общества, которые стали расселяться во всех направлениях, от Ближнего Востока до Центральной Азии и Западной Европы. Так индоевропейцы, семитские племена и даже представители убидийской культуры оказались в Месопотамии, где затем возникли первые шумерские поселения. Опыт этого катастрофического наводнения пережили различные народы, и это объясняет широкое распространение легенд о потопе, описанном в Библии, в сказании об Утнашептиме, Зиусудре, в эпосе о Гильгамеше и в греческом мифе о Девкалионе. Не могу не изложить одну захватывающую и спорную идею, которая особенно интересна геофизику, автору сей книги. Эту идею отстаивает Джаред Даймонд. И лучше всего она изложена в его знаменитой книге «Ружья, микробы и сталь». Даймонд задается вопросом, почему колониальная экспансия в современной истории была односторонней. Европейцы колонизировали другие континенты и покорили или уничтожили, зачастую занеся болезни, другие культуры по всему земному шару. Согласно гипотезе Даймонда, все дело в расположении континентов. К тому времени, когда люди распространились более или менее повсеместно, главную роль в различных культур на каждом континенте, согласно теории Даймонда, стали играть не различия между людьми, а положение материков. Культуры Евразии от Восточной Азии до Европы имели обширную территорию, по которой они могли распространиться на восток или запад, оставаясь примерно в тех же климатических зонах. Расселение в пределах одной климатической зоны облегчает перемещение не только людей, но и выращиваемых растений и домашних животных, ведь благоприятные для них условия сохраняются. Однако такое расселение возможно только по достаточно большой территории, где различия зон и их микроклимата будут небольшие. Климатическая зона должна быть более или менее одинакова на протяжении сотен и тысяч, а не десятков километров, в пределах которых горная пустыня может смениться влажной речной долиной. Тектоническое строение и ландшафты Евразии обеспечивают ее жителям гораздо больше территории для расселения и диверсификации сельскохозяйственных популяций и их технологий. Почти все остальные континенты ориентированы с севера на юг, что ограничивало миграцию на восток или запад, вдоль одной климатической зоны, а движение на север или юг выдергивало бы сельскохозяйственную культуру и скот из привычной им среды. Это ограничивало расширение сельскохозяйственного производства. В таких условиях более выгодными могли быть охота и собирательство. Обширная экспансия людей в Евразии позволила приручить больше видов животных, чем на других континентах, а это привело к выработке иммунитета, к большему количеству разных заболеваний.
Когда представители евразийских культур вышли за пределы своего континента, они несли с собой не только оружие и военные технологии, созданные за столетия территориальной экспансии, но и заболевания, от которых у людей на других континентах не было защиты и иммунитета. Вот почему малочисленные экспедиции европейцев смогли победить целые империи. Испанец Франциско Писаро завоевал государство инков в Перу, имея в авангарде пандемию натуральной оспы, занесенной испанскими поселенцами на Карибские острова. Я не собираюсь говорить о последних 7000 лет истории человечества. Они описаны подробно. Стоит отметить, что эти 7000 лет, о которых так много написано, составляют лишь половину 1 миллионной периода, охваченного в этой книге, и длящегося 14 миллиардов лет. Напомню аналогию, которую я привел в самом начале моего обзора. Если бы история Вселенной была устроена так, чтобы вы смогли просмотреть ее за одни сутки, то история человека заняла бы 0,4 секунды, мгновение, необходимое, чтобы моргнуть. А если бы мы распределили слова в этой книге пропорционально продолжительности времени, описанному в каждой главе, то история человечества уместилась бы в последний знак препинания. Но за этот невероятно короткий промежуток времени стремительный прогресс человека и его беспрецедентная способность изменять окружающую среду привели к тому, что он стал сильнее любого хищника, если не брать в расчет форму жизни, которая процветает на Земле почти 4 миллиарда лет – бактерии. Не встречая серьезного конкурента, вид Homo sapiens распространился по планете, а ее население выросло даже быстрее, чем по экспоненте. В течение последних 2 столетий мы научились использовать ископаемые источники энергии, которые были скрыты под поверхностью Земли сотни миллионов лет. Огромное количество дешевой энергии позволило осуществить резкий технологический скачок, плоды которого человечество пожинает сегодня: транспорт, глобальная связь, производство продуктов питания, медицина. Отрицательные стороны этого обилия дешевой энергии, по-видимому, все еще не так значительны, чтобы перевесить огромные достоинства и потенциал. И все может идти по-прежнему еще какое-то время, прежде чем мы изменим наши привычки. В то же время технологии и медицина, особенно в развитых странах, защитили нас от работавшего миллиарды лет естественного отбора. Это означает, что если дела пойдут хуже, мы исчерпаем ресурсы для поддержки этой защиты. Огромное количество нашего взрослого населения станет настоящим раем для микробов, которые терпеливо ждали своего часа. Но расточительное использование ресурсов – это в основном то, что лучше всего делают организмы, не имеющие конкурентов. Бактерии в чашке Петри потребляют пищу и энергию, пока не поглотят все и не погибнут. Вот и все. Мне бы хотелось думать, что мы отличаемся от бактерий в чашке Петри. Из всего созданного людьми, хорошего и плохого, выделяется то, что мы разработали способы накопления знаний, на базе которых мы можем получить еще больше знаний. Обладая языком, историей и наукой, мы стали первыми организмами на нашей планете, а может и вообще везде, которые могут сделать обоснованное предположение о том, что произойдет дальше, за пределами нашего собственного ближайшего будущего. У нас есть способность и потенциал действовать превентивно, а не только по факту, или, что еще хуже, когда уже слишком поздно. Вскоре, при жизни этого или следующего поколения, мы узнаем, способны ли использовать все наши знания для выживания грядущих поколений. Если мы это сделаем, это будет уникальное событие в истории жизни, а возможно и всей Вселенной.